Всем привет! В этом видео я хочу показать, как можно сшить вот такого вот мишку. Мишка ростом 12 сантиметров. Он полностью подвижный. Вот, у него голова и лапы. Все двигается. Видео я разбила на несколько частей, чтобы удобнее было смотреть. И ссылка на выкройку этого мишки находится в описании к видео. Сама выкройка платная, а видеокурс он бесплатный, он в свободном доступе. Я буду шить медведя из вискозы. Это гладкая вискоза. Длина ворса 6 миллиметров. Сейчас я перенесу все детали на ткань. Пользоваться я буду вот такой вот ручкой. Эти чернила при нагревании исчезают. Можно еще пользоваться белой гелевой ручкой, но вот здесь не очень видно. Когда более темная ткань, там лучше видно, а здесь не очень, поэтому я буду сейчас вот такими вот синими чернилами все детали отрисовывать. Внимательно все прорисовываем, ставим все метки. Детали прикладываем в соответствии со стрелкой. Стрелка показывает направление ворса. Вот ворс так направлен, и стрелка идет сюда. Все, обвожу все детали. Не забываю все метки отмечать на ткани. Все детали мишки я перенесла на ткань. И сейчас я проклею все вот детали по контуру.
Зачем я это делаю? Чтобы при сшивании деталей и выворачивании у меня не обсыпалась ткань и швы не расходились. У меня есть 3 клея, которыми я пользуюсь. Клей Момент Кристалл, вот такой вот уху и клей Скотч. Можно пользоваться любым, какой сможете найти. Прежде чем выдавливать клей на ткань, я немного выдавливаю на бумагу. Так вот придерживаю, чтобы много клея на ткань не попало. И не отрываясь, начинаю проклеивать. Не отрываю клей от ткани. На другую сторону он не проходит. Клей подсох, и сейчас я буду вырезать детали. Детали я вырезаю ножницами вот с такими острыми кончиками, либо такими. И стараюсь резать только основу, чтобы ворс не срезался. Детали я вырезаю с учетом припуска. То есть я иду не по контуру нарисованному, а отступаю. Я подготовила все детали. Это у нас голова, верхние лапы, нижние лапы, внешняя сторона уха, тело, хвост. А вот эти детали, где стопа и внутренняя часть уха, я пока не вырезаю, я выщиплю весь этот ворс, и у меня останется только хлопковая основа, и тогда я уже вырежу все детали. Сначала я сошью голову. У головы 5 деталей. У нас вот так. Вот так. Сначала я сошью по боковой линии лицевую часть и затылок. И здесь точно так же. Затем я сошью вот эти 2 детали от этой точки до вот этой метки. И самым последним уже вошью клин. Сшивать я буду вот такими вот вощеными нитками. Эта нить состоит из 3 ниточек.
вот я отделила одну нитку. И сейчас начну сшивать детали. Можно сшивать и обычными нитками, но вощеная нить, она меньше путается и не рвется, более крепкая. Поэтому ей мне нравится сшивать больше. Все, сначала зашью все выточки. Здесь зашью, здесь зашью и вот здесь 2 маленькие выточки. А потом уже буду сшивать детали между собой. Итак, я сшила 4 детали. У меня получается 2 лицевых и 2 затылочных. Вот у меня вот сейчас вот так это все выглядит. Теперь нужно вшивать клин. Здесь я уже зашила выточки. Так, как вшивать клин? Начинать я буду вот от этой точки, вот от середины носа. И дальше, совмещая все метки, я вот так вот пройдусь сначала по одной стороне, а потом пройдусь уже по второй стороне. И вот так вот сошью голову. Я вшила клин по одной стороне, вот так вот это сейчас выглядит. И сейчас мне нужно будет и вот эту сторону вот так вот вшить. И голова уже будет готова. Голову я сшила. Сшила я также 2 верхних лапы. Здесь ничего сложного нет, просто прошиваем по контуру. И вот это вот отверстие оставляем не зашитым. Будем через него выворачивать. Сейчас я буду сшивать нижнюю лапу. Одну я уже сшила, вот так вот она выглядит. И сейчас покажу, как сшиваем нижние лапы и вшиваем подошву. Первым делом зашью вот эту выточку, потом сложу и прошью лапу вот от этой точки, вот так по контуру до вот этой метки.
вот я прошила по одной стороне нижнюю лапу. Теперь я буду вшивать подошву. Подошва с одной стороны, она такая вот более выгнутая. И это внешняя сторона. Внутренняя сторона, она такая вот более прямая. Поэтому внешняя сторона это вот это, где выточка. Значит, я вот так вот, более вот этой выпуклой стороной буду вот на внешнюю сторону прикладывать. И сейчас я прошью вот эту сторону сначала, а потом прошью вот эту сторону. И подошва аккуратно, хорошо вошьется. Теперь я снова закреплю нитку вот в этой точке и пройдусь по этой стороне. Я дошла до этой точки и теперь, не обрезая нитку, прям соединяю вот эти две детали вот по этой линии до метки. Сейчас я ее тоже закреплю. Вот, и прошиваю. Вот так, у меня готова голова, нижняя лапа, верхняя лапа, два уха. Я их даже уже вывернула. Там уши просто шьются, сшиваются по контуру, выворачиваются. Ничего сложного нет, я даже не буду показывать это на видео. И теперь сшиваем туловище. У туловища 4 детали. Это 2 детали спины и 2 детали животика. Это не зеркальное. Вот это у нас животик, это спина. Ну, здесь, соответственно, животик, спина. Сначала, опять же, зашиваю выточки, а дальше детали я буду сшивать таким образом. Я буду идти вот по боковой линии. То есть сначала я сошью детали с боков. Сошью животик и спину, животик и спину. Зашила выточки, сложила 2 детали вот по боковой линии. Сшивать я буду вот от этой точки. Вот здесь я сейчас закреплю нитку и уже потом вот так, вот так, вот так, вот так пойду прошивать. Вот эти метки здесь и здесь должны совпасть.
Вот сшила я 2 детали. Вот так вот получилось. Обратите внимание, что вот это вот место, где выточки у меня, они должны прийти в одну и ту же точку. Видите? Вот. Это я пока откладываю и сошью вот эти 2 детали. Вот такие 2 детали у меня получились. Получается, это у меня левая и правая половины. Сейчас я их соединю. Для этого я одну деталь вот так вложу в другую. Вот. И как я буду сейчас сшивать? Вот здесь на спинке у меня есть отверстие, которое мне нужно было для выворачивания, для присоединения лапок и головы и для набивки. Я его зашивать не буду. Я сейчас вот в этой точке закреплю нитку. Дальше я пойду по этой линии до этой точки. Это точка, где у нас будет голова крепиться. Сюда перейду на сторону животика. И вот здесь по этой линии тоже вот так все прошью до самого низа. И перейду сюда и вернусь вот в эту вот точку. И вот эта вот часть будет у меня не зашита, а все остальное сейчас я прошью. Все, перешла я на сторону переда и вот так прохожусь. Вот здесь я сейчас соединю булавкой вот эти метки, чтобы у меня все ровно хорошо прошилось. Все, прошиваем. Все, я сшила тело. Теперь нужно будет обрезать излишки ткани и срезать вот где большие прям вот выточки, где много ткани, я тоже это срежу. Вот здесь я срезала на голове. Так, и сейчас здесь срежу.
вот здесь сбоку, да, на боковых вот линиях такие вот черточки. Это места крепления лап. И сейчас нужно будет их прямо еще раз обвести, чтобы они хорошо были видны. Потому что когда вывернем, потом придется заглядывать внутрь детали. И если плохо прорисованы, то не увидим ничего. Сейчас прорисуем. Так. Здесь. Эту деталь выворачивать легко. Никаких приспособлений не надо. Так. Я ее просто выворачиваю. Так вот. Можно палочкой вот так расправить. Весь ворс из швов нужно обязательно вычесать, вытащить. Если щетки недостаточно, можно взять толстую иголку. Весь его из швов вытащить надо обязательно. Голова. На голове тоже сейчас нужно будет обрезать там, где излишки ткани. Не везде так. Вот это я сейчас срежу. Все хорошо. Здесь можно в уголках сделать вот так насечки, чтобы там не стягивало. Так, все, больше ничего я здесь обрезать не буду. Здесь тоже отверстие достаточно большое, поэтому вывернуть легко. Хорошо, где нос? Все, пройдемся палочкой. Так, эта деталь вывернута. Теперь нижние лапы. Здесь вот эту вот я срежу. Так. Вот где не зашито, там много обрезать не нужно. А то можно слишком много обрезать, и потом неудобно будет зашивать вот это место. Поэтому я обрежу вот здесь вот эти кончики, они мешают. И срежу вот здесь. Сейчас покажу, как выворачивать вот такие вот лапки. Нам нужна будет вот такая трубочка, можно даже большего диаметра, пинцет и палочка. Я трубочку завожу в лапу и вот сюда прям вот так вот плотно упираю вот в этот уголок. Вот. Теперь пинцетом аккуратно я вот так вот ткань проталкиваю внутрь трубочки. И теперь аккуратно, уже можно убрать трубочку. Все это сейчас вытащу.
Если вдруг плохо идет, то можно себе пинцетом еще помочь. Так. Угу. Сейчас уже палочку тогда аккуратно, сильно не давим, чтобы не порвать нигде. Вот так. Вот. Лапку вывернули. И сейчас все расправлю. Так. Вторую лапку я выверну точно так же. Так, с верхней лапкой принцип такой же. Тоже завожу вот сюда. Пинцетом аккуратно проталкиваю внутрь. И вот этот у меня кончик такой более острый, поэтому я им не буду таким вот другим кончиком проталкиваю в отверстие и выворачиваем. Все расправлю. Точно так же и в этой лапе нужно аккуратно вычесать весь ворс из швов. Где щеткой не вычесывается, тогда вот иголкой или шилом надо поддеть и все вытащить. Вот. Сейчас я выверну вот эти две лапы и потом буду набивать детали.